Всем привет, дорогие наши друзья, подписчики и просто зрители нашего канала. Всем доброго времени суток. К сожалению, мы не набрали с вами 500 лайков под видео, под которым мы просили. Но я думаю, что любопытство все-таки перевесит, и мы все равно решили туда пойти. И вот уже это видео наберет 500 лайков. Давайте, друзья, еще чуть-чуть поднажмем. Вы знаете, нам приходится посещать разные места, нам приходится ездить на разные локации. И не везде, поверьте, далеко не везде есть какая-то история интересная. Очень часто мы ездим, ну, так сказать, в холостую. Да. На это все тратится очень много ресурсов, друзья. И поэтому нам приходится выбирать что-то интересное, искать, копать, рыть, так сказать, чтобы вам было интересно смотреть, чтобы действительно был достойный контент, была достойная история. Поэтому, пожалуйста, поддержите нас своими лайками, комментариями и репостами. Потому что для нас это главная мотивация. Да. Поддержка от вас и ваше внимание – это самое главное, что нам помогает развивать канал. И находить какие-то интересные Да. вещи. И сегодня мы вернулись в этот домик, чтобы вам все-таки его показать, вне зависимости от того, что вы не набрали 500 лайков. Вот прихватили с собой пилочку для ногтей сейчас. Или же, проще говоря, ключ от всех дверей. Да. Пойдемте. Пойдемте. Да, путь, конечно, был нелегкий, но я думаю, это стоит того, всех этих усилий наших. Что, вперед и с песней? Да. Пойдем. Настолько все отдаленно от цивилизации, здесь настолько все заросло, как вы сами видите. Фух. Даже как-то волнительно. Каждый раз, каждая наша вылазка — это очень волнительный момент. Посмотрите, сколько крапивы. Хорошо, что мы здесь вытоптали. Итак, дорогие наши подписчики и гости нашего канала. Вот на этом месте мы, наверное, начнем историю этого дома. Дорогие наши друзья, подписчики и гости нашего канала паранормальных блогеров, мы рады вас всех приветствовать. В этом ролике мы поведаем вам о том самом заброшенном домике в лесу и что нам удалось о нем узнать. Итак, домик этот оказался действительно не совсем простым. Нам и самим было очень любопытно о нем узнать. Что же мы выяснили? На обратном пути в одной из посадок, уже ближе к населенному пункту, мы увидели машину, и рядом с ней находился пожилой мужчина. Он, по всей видимости, срывал ветки с березы, скорее всего, на венике. Мы решили подойти к нему и поинтересоваться, слышал ли он хоть что-то про тот домик. Спустя несколько вопросов, кто мы и в каких целях интересуемся, рассказал нам следующее. Этот дом, не знаю, как давно там стоит, сам я в эти края лет 7 только как переехал жить, но несколько лет назад жил там лесничий. Ну как жил? Приходил иногда с ночевкой, когда в запой уходил, чтоб жена не пилила.
Слышал, что компания по интересам к нему захаживала. Вот они там вместе возлиянием и увлекались. А спустя какое-то время помер он. Точнее, взял ружье и застрелился. Вот в том самом домике. Но слухи разные ходили. Кто говорил, что сам на себя руки наложил, а кто говорил, что собутыльники, мол, не поделили что-то. Точно никто не знает. Вот такие дела. Это все, что он смог нам рассказать, но и за эту информацию ему огромное спасибо. Дальше мы поехали домой и попытались нарыть еще какую-либо информацию. И кое-что нашли. Правда, ничего конкретного именно об этом домике, но тоже интересно. Оказывается, там до 2001 года было маленькое поселение в несколько домов. Ничего уже не сохранилось, кроме этого домика. Возможно, все снесли и растащили, а этот домик оставили специально с целью, чтоб лесничий там обитал. Но это наши домыслы, не знаем точно. Только ясно одно. История у этого дома есть, и она весьма темная. Почему его забросили? После убийства или самоубийства? Почему не наняли другого лесничего? Почему его оставили просто ветшать? Почему в таком случае его было просто не снести, как и все остальное? Вопросов много. Интерес только усилился. А ответы? А ответы нам с вами, как и всегда, предстоит найти вместе, окунувшись в эту темную тайну. Ну что, друзья, попробуем? Вы готовы? Тогда садитесь поудобнее и погнали. Так, ну, думаю, пора включить свет. Так, вещи надо... Вот, приходится в таких условиях так вот пробираться с целой кучей оборудования. Так, ведем себя потише. Я, конечно, прекрасно понимаю, что здесь цивилизация очень далеко, но здесь водится очень много всяких животных, в том числе, как нам сказали, здесь просто кишма кишит кабанов. Поэтому не привлекаем внимания. Ну что? Да, дикий лес. Давай. Сейчас я поставлю сумку. Давай, ставь сумку. Так, процесс, самый главный процесс мы уж снимать не будем. Да, тут все скрыто до нас. Мы просто ключик взяли. Я пока поснимаю лес. Я слышу только комаров. Ну как получается? Сейчас. Немножко вам кадров. Давайте покажу. Блин, здесь опасно ходить, здесь все такое. Есть. Есть? Отлично. Welcome. Так, вещи пока. Ладно. Вещи пока Зайдем здесь так, да. Пойдем посмотрим. Какая разруха. А здесь, похоже, была печь. Мне, знаешь, что интересно? Где он застрелился? Дедушка не сказал? Дедушка не сказал. Ну, знаешь, он все как-то так. Ну да. Давайте сначала осмотрим вообще, что здесь да как. В общем-то, все, мягко говоря, в плачевном состоянии. Тут уже мародеры, естественно, побывали. Все повскрывали. У меня такое впечатление, что здесь были металлисты. Ну, искали что-нибудь. Скорее всего, какой-то журнал. Блин, у меня руки заняты, я не могу посмотреть. Ну ладно. Так. Это после уже. Что это такое? Зубная щетка, что ли? Ну, ладно. Ага.
Ладно. Да. О-о. О-о. О-о, смотри. Ого. Там подвал, что ли? А что это? Обалдеть. Блин, как бы камеру туда спустить. Слушай, ну, там, даже не знаю, как это показать, вообще неудобно. Блин, ладно. Давай сначала оглядимся, потому что время тоже неохота терять. Ну, естественно, мусор. Смотри. Колючая проволока. Опа. Ну, стопудово были металлисты эти. Подожди, а откуда она здесь? Откуда здесь колючая проволока? Нафига металлисту сюда дают щели? А не может быть такого, что здесь было огорожено? Не знаю. А что здесь огораживать? Лес? Лес? Ну, мало ли, жил здесь отшельник. Ну, он же сказал лесничий. Ну вот, лесничий. Лесничий. Да, непонятно. Друзья, пишите свои предположения. Да, почему? Интересно. Почему здесь может... Смотри, какая дыра. Ёлки-палки. Да. Короче, всю печь развалили. Палочки. Стекло везде. Галоша. Отваленка. Вот это похоже... Я не знаю, это от чего? Это стена, что ли, была? Просто валяется. Не знаю. И чердак. На чердак мы, конечно, не попадем. Тут нереально просто залезть. Это вот эта перегородка, похоже, была. А, точно, да. Да, реально. Да. Слушай, я оборудование принесу и дверь закрою. Что-то Давай, мне да. не Ну хорошо, здесь хотя бы, знаешь, в окно можно посмотреть. Если что мы услышим. Мы, конечно же, здесь все вынесли. Еще один журнал. Тринадцатый год. 12 июля. 13-й год. 13-й год, Свет. 13-й год? Угу. О, Надо, наверное, столик поставить и на него уже все сложить. получается, сколько? 8 лет? Да. Ладно, ребят, мы сейчас настроимся. Ты можешь, конечно, процесс снимать. Кстати, да, для тех, кто сомневается в том, что камеру, Kinect-камеру долго доставать, настраивать, собирать, разбирать, что это двухминутное там дело, давайте я сниму весь процесс. Кому Давай. не интересно, перемотайте просто. Да. Держи. Это, наверное, надо поставить. Давай. Сейчас я смотрю. Да, все, конечно, всё кустарным путем сделано. Ну, сами собирали. Сами собирали, да. Более удобный конструктив, конечно, надо продумывать. Я примерно знаю, как, но опять-таки это надо столько составных частей. И это надо просить кого-то, чтобы сделали по эскизу. Так, это первое. Вот, друзья, учитывая условия на кладбище, ну вот так вот примерно отсчитайте, сколько времени это потребуется. Собрать, разобрать. А если на тебя идет какая-нибудь Да, для удобства ноутбук я сразу неадекватная, включила. не знаю, там, неадекватная личность,
А если еще и без стола идти, то ладно, мы сейчас вот взяли с тобой стол, иногда просто... На кладбище мы просто стол не берем никогда, да. Да, Там просто ставить его некуда. некуда. На пол не хочется, ну, в смысле, на землю не хочется. Ждем, пока включится компьютер. Хотя я включала, Ну, он в ждучке вообще-то, да, ну, как бы... что сбился. Да, такой у нас компьютер, что теперь? Так, это не показываем. Давайте посмотрим пейзаж. Так, все. Программа. Самое главное, это еще не запутаться в проводах. Нет, конечно, возможно, это все сделать гораздо быстрее, но вот у нас конкретно, у нас так. Да, пока так. Я снимаю, только твои руки похожи. Да? Ну. Что ж. Так, вот этот провод должен быть свободный, чтобы можно было двигаться. Я просто вспоминаю, как это было на кладбище, но, честно говоря, да, мы пол собрались, а потом просто быстро разобрались. Максимально. Так, включаем. Программу сразу я включила, чтобы на это не тратить времени, потому что она очень долго загружается. Угу. Итак, пошли. Вот. Ну вот, друзья, вы там отсчет вели, я надеюсь. Сколько это вот сейчас на сбор времени было потрачено. Потом также я могу вам заснять, как мы собираем это все. Ну, собирается, конечно, это Ну, в общем, вот, смотрите Да. сами, да. в таком же порядке. Слушай, я не знаю, может быть, лучше поставить, чтобы виднее Поставь. картинку было. Поставь. Нет, не то, что виднее, я в этом каком. В инфракрасной сетке буду делать, наверное. Вот, Угу, так вот лучше. виднее. Сейчас он должен поймать. Ну, Я отойди. чуть-чуть отойду. Вот, меня он уже поймал. Угу. Вот, Тань поймал. То есть покажи прям весь экран, Ну, вот весь экран. чтобы не было там вопросов, что и маленькую картинку покажи. Ну, Чтобы тут для видно, наглядности. наверное. Сейчас. Все видно? Ну, видно, да? Ну, то есть вот я руками. Угу. Можешь посветить на него. Это бесполезно, это инфракрасный не инфракрасный. видно, да. Инфракрасный, кстати, Потише, потише. Извиняюсь. Инфракрасная камера, она реагирует на тепло и на малейшее движение. Ну, давай теперь по воде. А теперь да, давай. Если хочешь, ты можешь поводить, я подержу камеру. Далеко, конечно, если я не отойду. Ты отключился. Не-не-не, здесь просто проблема. Опять включилась. Вылетает. Так. Здесь такая вилка не очень надежная. Может ее перевернуть, чтобы она держала. Сейчас, погоди. Переверну. Момент появления силуэта в окне мы, находясь там, не заметили, так как пытались настроить оборудование и не смотрели в монитор.
И только дома, при монтаже увидели. Силуэт в окне. За нами кто-то следил? Перевернуть, чтобы она держала. Есть такая проблема, чувствуется. Да, иногда вот случаются еще такие косяки. Ну, Наверное, должен быть. Насколько хватает шнура? пока нет. Все документы чистые. Странно. Да нет, ничего странного, значит, просто здесь ничего нет. Я бы хотела, конечно, туда сходить. Давай-ка подвинем немножко. Я сейчас поставлю сюда. Так, сейчас мы туда, где погреб, поставим и отключусь ненадолго. Так, тебя он поймал. Так. Давай туда. Все, стоп. Сейчас я. Что там было? Это тут уголок. Как в нем что-то появилось, да? Угу. Исчезла. Сейчас тут упадет провод. Ну, все, Максим, я держусь. Но нет, ничего нет. Что на секунду как бы было и все. Что это за... А, это провод, наверное. Висит. Ничего нет. Еще ближе сюда, к прихожей. Найти. Давай, двигай. Так, сейчас подвинем ближе еще. Туда, к прихожей вот. Вот еще хорошо, что здесь есть возможность исследовать целиком, да? Ну да. А тебе так удобно? Нормально. О, смотрите на это. 6. Что там пикнуло только? Домик тебя поймает? Меня поймал. Давай. Снимай там. Надо попробовать туда чуть-чуть пониже спустить. М-м. Ну, чё нет. Вот так мотай ей туда-сюда. Там пусто, там нет ничего. Это ж все забрали. Да. Отпечаток. Если что ты... Опа! Опа, есть. Есть? Да. Это печь, Свет. Это печь? Это печь. Там нет ничего, там пусто. Что это вообще-то? Погоди, ну если... Значит, здесь что ли? Значит, Это кухня, наверное. прикинь. Есть. Серьезно? Оп, исчез. Исчез? Исчез. Вот здесь и надо будет ставить. Да. Тишина. Тишину, да. Он исчез, больше нет ничего. Сейчас, погоди, я пройдусь. Мне просто интересно, это ли на какой печи, на кухне, что получилось? Я просто не видела, где место само. Вот здесь было. Вот здесь. Здесь было. Нету больше.
Здесь был, да. Да я покажу это место. Где это? Вот печь я вот сюда направляла. Вот это? Да. Ну, что там может быть? Я не знаю. Вот это место, там пустота. Чего нет? Странно. Может, реально здесь где-то? Там какие-то вещи, может, они и есть. Может быть. Сейчас быстро пройдусь вот здесь, ладно? Пока есть возможность, сразу ставим тишину. Да. Чисто пока. Угу. То есть опять он на миг появился и исчез, да? Да. Блин, комары меня замучили. Интересно, пустой был даже, если нет. Нет, ничего нет. Значит, чистое место. Получается, что Конкретно только здесь. Нет, ничего нет. Ну что, отключаем. Давай еще раз наведи. Вот это место выше сделай. Вот в проеме где-то был. в проеме. Вот здесь он был, да. Ничего нет. Прикинь. Левее сделай. Тут в зеркальном. Правее, значит. О, нет, ничего нет. Нет. Вот я вспомнила, значит. То есть он на какое-то мгновение появился. И исчез. Ну, это ведь давно было. Ну да. Достаточно. Ладно. Наверное, что да. Значит, здесь ставим сейчас тишину. Я еще пофоткаю. Хорошо. Да, надо все фотографировать. Давай. Или я дарю. Комары. Что это за звуки? Там в лесу что-то. Так, вот держи. Фотоаппарат, диктофон. Все, сейчас мы поставим. Давай. Там кусты ломаются. Дух этого места. Если ты нам хочешь что-то сказать, можешь говорить вот в этот диктофон, мы тебя слушаем. Скажи нам, это правда, что ты застрелился? Ну, это правда, что нам рассказал тот дедушка? Теперь тихо-тихо стоим. Все, не двигаемся. Ну все, друзья, я думаю, этого достаточно. Какие звуки. Звуки вообще жесть. Что там? Что там? Что? Блин, тише. Чего? Это просто как будто что-то сдвинуло. Там задумал
решили поснимать в темноте. Посмотри, покажи просто тут два режима. Давай, покажу. Сейчас. То есть две Две фотографии. фотографии, да. Расширенная съемка. Друзья, надеюсь, вы нас извините, что мы пришли не в темное время суток. Но, понимаете, сюда добираться очень далеко. И отсюда идти тоже нам придется уже ночью через весь лес. Время уже 9 часов вечера. Поэтому, ну, честно говоря, Фу, чем запахло? не знаю, пойдем уже отсюда. В общем, ребят, здесь становится очень некомфортно, очень... Блин, я не знаю, какой-то действительно здесь аура этого дома гнетущая очень. По ощущениям, что здесь действительно что-то произошло. Поэтому, ну, правда, отсюда хочется убежать. Поэтому, наверное, мы будем сворачиваться. Знаешь, прям запах пепел. Все, пошли отсюда. Нет, не свечу. Так, друзья, все, мы отсюда сваливаем. Что-то реально здесь как-то стало очень не по себе. В общем, отсюда нам еще идти. Сколько? В общем, мы отсюда выйдем только ночью из этого леса. Поэтому пойдем. Здесь мы ничего не забыли сделать. Все, друзья, мы уходим. Сейчас. Да, закрываем. Конечно, хотелось бы заснять еще постройки, но здесь такая высокая трава, еще заросло. Да, друзья, туда не пройдешь вообще. Еще с этой стороны туда есть постройки. Ну, здесь пол такой, я, честно говоря, идти туда. Нет, туда Как-то не пойдешь, нет. потому что там посмотрела. Ну, кстати, Понятно. хорошо. А здесь были сени. Смотрите, можно увидеть здесь петли. Петли, да. Защелка Там защелка, да. и густой лес. А дальше просто лес. Смотрите. Мы когда сюда шли, был какой-то странный звук, да? Ты же сказала, на женщину похоже. Да, как будто женщина кричала. Но это, возможно, Скорее всего, какое-то животное. да, животное. Может, Ну, звучало это жутко. да, здесь уже совсем непролазные дебри. Я пока отключусь. Ну все. Наверное, включимся уже, когда выберемся из леса. Да, Тань? Угу. Потому что сейчас нам предстоит длинный путь. Ну все, пожелайте нам удачи. О, наконец-то мы добрались до машины. Да. Ну что, ребят, на самом деле домик оказался не совсем так прост, как мог показаться с виду. Мне кажется, там действительно что-то произошло. Не знаю, правда, неправду сказал этот дед. Но мы об этом Ну, узнаем, когда разберем тишину. Да. Да. Посмотрим фотографии, но вы их увидите в конце выпуска, поэтому никуда не уходите. Все равно вот в любое место, когда заходишь, есть своя энергетика у места.
либо спокойная, либо нет, либо еще какая-то. Вот конкретно в этом домике на самом деле меня вот какая-то жуть взяла. А особенно этот запах, который пошел потом, вот с чего он там? Да, кстати, вот заметь, я же сказала про этот запах. Да. Там, понимаешь, получилось так, что вот я пока стояла, фотографировала, как будто бы подул ветерок, хотя полный штиль. Сегодня Ну да. погода такая и вообще никакой, ни витриночки. То есть, когда мы ходили на разведку, был сильный ветер, а сегодня вообще никакого ветра нет. И понимаешь, вот это дуновение легкое, какой-то вот этот холод, и пошел запах. Да. Очень неприятный запах. Я понимаю, что в старых домах там, в принципе, не очень... Тухлятиной какой-то. Я даже Нет, не знаю, возможно, там, конечно, животное какое-то или еще что-то. Но сам факт, да, вот того, что именно в этот момент, именно, я не знаю, ну, неприятное ощущение. Именно из того места, где как бы показался Да. какой-то силуэт, какой-то сгусток, что ли, я не знаю, какая-то Да. энергия. Сейчас. Не знаю, ребят, решать вам, так сказать, судить вам, правда, неправда. И Но я- мы очень стараемся вам передать ту атмосферу, которую мы сами испытываем. И очень надеемся, что у нас это получилось. Спасибо вам большое за внимание, за просмотр. Да, спасибо всем тем, кто досмотрел этот ролик до конца. Вы большие молодцы. Да, мы вас очень-очень любим. Всех обнимаем. Ну и до новых встреч. И не забывайте, что вы у нас лучшие. Пока-пока. Пока. Хотим сделать небольшой анонс. Послушав ЭГФ, посмотрев фотографии и сопоставив все с историей этого домика, мы не удержались и решили вернуться туда ночью, чтобы оставить там камеру и посмотреть, что из этого получится.
Друзья, кому тоже интересно и кто хочет увидеть результаты этого эксперимента, обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. Давайте наберем под этим видео те самые 500 лайков. И выпуск с ночным экспериментом сразу выйдет. Спасибо вам большое за просмотр. И помните, вы у нас лучшие.